Примерно в 1940 году, когда и все страны, которые еще не сделали технологический рывок, шведы поняли, что современному танку было нужно более мощное орудие, чем 37-мм пушка, которую устанавливали на танки Л-60. В то время они были основной силой шведской армии. В результате в мае 1941 года был сделан срочный запрос. В нем говорилось, что стране требуется современный танк с пушкой более крупного калибра и что его нужно построить быстро, а вес не должен превышать 22 тонны. Тогда фирма Landsverk взяла свой прототип 18-тонного танка Lago, доработала его, чтобы он соответствовал этому требованию, и получился танк Stridsvagn М-42. Мы уже видели М-42 в Калифорнии, но это было короткое видео без особых подробностей. А сейчас мы в музее Арсенален в Швеции, и сегодня у нас есть достаточно времени, чтобы рассмотреть этот танк более подробно. Начну с того, что эта машина не является оригинальным М-42. В мире не осталось ни одного такого танка. В той или иной степени для их воссоздания использовались другие версии машин. Это один из лучших экземпляров, и пока мы будем его осматривать, я буду отмечать, какие детали были убраны или модифицированы со временем. В данном случае это танк ИКВ-73. Танк сделан очень узким. Это было обязательное стратегическое требование шведской доктрины. Территория Швеции довольно протяженная, от одного конца до другого примерно 2000 километров, а инфраструктура была не очень развита. А значит, ограничение на массу в 22 тонны было очень жестким. Чтобы сохранить такую массу, его нужно сделать более узким и использовать меньше металла. Проблема была в том, что более узкими танками сложнее управлять, потому что их центр тяжести смещается вверх. Но конструкторам пришлось пойти на такие уступки. Толщина вертикально наклоненных листов впереди составляет 55 мм. Сам верхний наклонный бронелист толщиной около 30 мм. По центру установлена обычная фара, а малозаметная светомаскировочная фара здесь. Одно из первых заметных различий между М-42 и получившегося из него танка — отсутствие пулемета вот здесь. Места пулеметчика на этом танке никогда не было. Это был просто отдельный пулемет. Поэтому его потеря не была очень важна. Вместо него установили ящик для инструментов. Также видны жалюзи для охлаждения системы управления и торможения. За этими довольно тяжелыми плитами, которые я сейчас подниму, находится отверстие для заливки смазочных материалов. Итак, открываем жалюзи, под ними находится решетка и точка смазки. Давайте я уберу решетку. Так лучше будет видно систему управления и торможения. Для штатной смазки доставать решетку было не нужно. Здесь установлены масленки с трубками, которые тянутся через всю систему. С внешней стороны установлен главный тормоз, а система управления ближе к центру. Если для обслуживания нужно снять весь узел, сделать это довольно проблематично. Надо снять гусеницы, ведущее колесо, бортовые передачи и часть тормозной системы. Все это вынимается из той части танка, где установлена башня, то есть и башню тоже нужно снять. Остается надеяться, что эти детали были очень надежными. Такой вот механизм системы управления. Давайте его закроем. Осторожно. Кстати, забыл еще отметить, что светомаскировочная фара — это модификация для серии танков ИКВ. Сейчас мы рассмотрим ходовую часть танка, в первую очередь большие опорные катки, по 6 с каждой стороны. Катки цельнолитые, просто между ними установлен небольшой разделитель. Это их делает очень тяжелыми, и я не понимаю, почему они сделали спицы, вместо того, чтобы оставить цельный металл. Ведь так было бы удобнее обслуживать катки. Катки, конечно, смазывались, точки для смазки расположены повсеместно. Амортизаторы вы видели в их передней части. Траки литые, однопальцевого типа. Удерживаются траки с помощью небольших колпачков. Вставляете палец, надеваете колпачок, бьете по нему молотком, он сминается и фиксирует палец. Мне сказали, что это очень эффективно. Чтобы разделить гусеницу, нужно использовать пробойник. Просто выбиваете палец,
Колпачок отваливается, и можно работать с гусеницей. Торсионы, установленные справа, вынесены чуть вперед, а торсионы по левому борту сдвинуты ближе к корме. То есть это традиционное смещение на машинах с торсионной подвеской. И, наконец, очень большое ведущее колесо впереди. В сочетании с маленьким ленивцем, расположенным ниже в задней части, оно прекрасно вписывается в философию шведского танкостроения, существовавшую годами. Переходим к верхней части борта. Броня здесь толщиной от 25 до 30 мм. Как вы видите, она немного наклонена. Вот еще несколько признаков, что это модификация. Здесь моток с кабелем, использовавшимся для связи, когда танки находились в стационарном положении. Например, разбивали на ночь лагерь. Раньше там было 2 запасных опорных катка, сейчас остался только один. На дверях башни усиленная броня. Не знаю, зачем такое дополнительное усиление и что такое могло сюда попасть, от чего следовало бы защищаться. Также здесь есть места крепления для различных шансовых инструментов. Мы переместились к задней части машины. Здесь еще несколько модификаций танка ИКВ. Были добавлены телефон для пехоты и поручни для солдат, которые ехали на броне. А вот что здесь не новое, это запасные траки и этот инструмент, который выглядит как торцевой гаечный ключ, использующийся для натяжения гусениц. Он устанавливался на гайку рычага натяжного колеса, и исключительно с помощью грубой ручной силы гусеница либо ослаблялась, либо натягивалась. Также ниже находятся 2 выхлопные трубы и 2 буксирных крюка. Прежде чем забраться на танк, отмечу пару деталей на корме башни. Во-первых, не очень понятно, как запасной каток крепился к стенке башни. Мы нашли информацию, что каток весит 190 килограммов. Это почти 1/5 часть тонны. И эту штуковину не так-то просто здесь подвесить. Еще одна деталь сзади — это крепление для пулемета. И, конечно, отдельной позиции стрелка для него не было. Похоже, конструкторам была близка американская философия касательно пулеметов. Их устанавливали везде, где только можно, и неважно, хватало ли людей, чтобы вести из них огонь. Давайте заберемся наверх и посмотрим на двигатель. Подниматься на борт этого танка очень просто. Так, даже не знаю, как будет проще всего открыть крышку. Нет, так не получится. А не получится, потому что я стою на ней. Тяжелая штуковина. Стой! Обычно это работа для 2 человек. Итак, под длинным и наклонным моторным отсеком, который как будто создан для того, чтобы вы соскальзывали с него в сырую или снежную погоду, находится один из 2 различных типов двигателя. Большинство танков строились с двигателем Scania Vabis 603. Это был сдвоенный двигатель, который выжимал довольно приличные 324 лошадиных силы. Примерно в 60 машинах использовался этот двигатель — Volvo A8B, мощность которого составляла 380 лошадиных сил, что очень неплохо. Но этот двигатель был не особо надежен. В зависимости от типа двигателя менялось и обозначение машины. Танки со сдвоенными двигателями обозначались буквой «Т», а машины с одним двигателем Volvo — буквой «Е». Также здесь можно увидеть лючки для заливки системы жидкостного охлаждения. По обеим сторонам расположены воздушные фильтры, а в самом конце впереди находятся топливные баки. Всего в них помещалось около 350 литров топлива. Официально это было топливо метил-25, но на самом деле были самые различные комбинации этанола, метанола, бензина с различным соотношением от 25 к 75 до 75 к 25. При этом машина должна была проходить примерно 150 километров на одной заправке.
На этом наша экскурсия по экстерьеру танка окончена. Во второй части выпуска мы заберемся внутрь.